Всем привет, это снова я, и сегодня давайте обсудим, как мы слетали этим летом из Швеции в Россию, сколько нам это стоило, почему мы выбрали именно такой маршрут. В общем, все об этом, о передвижениях в условиях, сами знаете, каких обстоятельств. В общем, про это поговорим сегодня. Но начать хотелось бы с того, что мы те еще ссыкуны, потому что мы не знали, что будет с Машиными документами, с Машиным кейсом по поводу рассмотрения ее кейса на резидентство в Швеции. Если мы покинем страну до вынесения решения, все миграционки и всякие адвокаты нам советовали, что это делать ни в коем случае нельзя. Но, в общем, мы все-таки рискнули, и все сложилось успешно. Вот, но об этом позже. Ну так вот, после всяких мытарств по поводу ехать, не ехать, мы приняли решение, что как же мы бросим мою супругу одну или там с одним из детей, или вообще какие всякие комбинации перебирали в наших головах, дурачки. В общем, все-таки решили ехать. Со всех сторон это было проще, так как нам нужно было принимать квартиру. Если бы один из нас не поехал, нужны были бы всякие нотариальные доверенности. Оформлять их здесь нужно через посольство России в Швеции, а это тот еще геморрой с записью, с предоставлением текста нотариальной доверенности, с ее оформлением, пересылкой в Россию. В общем, ужас, кошмар. Вот, поэтому все-таки поехали. Значит, ехали мы на самолете до Москвы с пересадкой в Стамбуле и с ночевкой в Стамбуле. То есть это был стыковочный рейс. Стоил он там что-то на тот момент не очень дорого. Это был июнь. И порядка, наверное, 73-75 тысяч рублей вышел стыковочный рейс из Орландо Стамбул, Стамбул-Москва. Соответственно, весь наш багаж в Стамбуле перекидывался из самолета в самолет. В гостиницу мы с собой его не брали. Было очень удобно. И дальше из Москвы мы добирались до Нижнего Новгорода на поезде, там на «Ласточке», кажется, 4 часа и приехали. Казалось бы, удобно, быстро, комфортно, но не без греха. Так получилось, что у нас как раз в день отъезда из Швеции на Тимофея сел шведский клещ. И что бы вы думали, конечно же, мы, как знатные паникеры, напугались до чертиков и начали думать, что же нам делать с этим укусом клеща. Ну, значит, благополучно мы его по всем методологиям, найденным в интернете, удалили со спины, посмотрели, что ничего не осталось, обработали там чем-то. В общем, полетели. И тут во время перелета к вечеру, когда нужно было селиться в гостиницу, у Тимофея поднимается температура в районе там 39. Естественно, у нас были всякие приспособления там для снятия температуры, всякие микстуры и другие целительные средства. Ими, значит, воспользовались, но на утро температура не унималась, да еще и маленькая из-за полноты впечатлений. Всю ночь, грубо говоря, проплакала и плохо спала. В общем, и мы вот такие все на нервике и прочем не знаем, что делать. Садиться нам в самолет до Москвы или нам нужно срочно ехать в больницу. Там начитались ужасов про энцефалит и прочую нечисть. В общем, это было что-то по эмоциям. Были готовы просто все бросить уже и никуда не ехать и вернуться в Швецию на лечение. Вызвали для успокоения души платную турецкую скорую через администрацию отеля. Она приехала минут за 20, наверное. У нас в течение часа нужно было принять решение, едем мы в аэропорт Стамбула, летим ли мы на рейс, кто летит, я, жена, дети, или там как-то по-другому, или нет. В общем, врачи осмотрели и взяли с нас 140 евро за вызов скорой, значит, за осмотр и за рецепт на жидкий парацетамол. В общем, молодцы ребята, хорошо работают. Вооружившись по рецепту парацетамолом, мы благополучно сели в рейс до Москвы. Тимофей, конечно, так еще нормально мотало. В коридоре, наверное, между 38 и 40 мы доехали до Москвы. В Москве взяли быстро минивэн такси, добрались до железнодорожного вокзала, который почему-то в Москву унесли в какие-то вообще там... Так, нет, это плохое слово. В дальние места, скажем так. Вот. И из этих дальних мест уже сели на наш поезд и поехали в Нижний Новгород. Опять лечив Тимофея около 4 часов. И все держа в голове. А как же клещ? Что же так вышло? И не дай бог он какой-нибудь зараженный, надо бы опять провериться. И, наверное, первую половину отпуска этот клещ вообще не давал никому покоя, потому что Тимофей то была температура, то не было температуры. От чего она, непонятно. Сдавали какие-то анализы, ездили в инфекционную больницу даже, потому что начитались, что целый месяц можно дожидаться проявления
там всяких нехороших побочек после укуса клещей. Ну, в общем, слава богу, так все и нормально и закончилось с этой историей. По приезду в Россию нас там никто особо не кошмарил, мы даже офигели от того, что в Домодедово была какая-то специальная очередь на паспортном контроле для семей с детьми. В России я вообще такого никогда не видел, я был приятно удивлен. Правда, тот пограничник, который нас смотрел, он как-то не особо был семейно ориентированным чуваком. Он каждого ребенка выходил из кабинки и просматривал досконально. Милану попросил там как-то даже волосы убрать с лица, в ответ на что, естественно, она зарыдала. В общем, так себе клиентоориентированный подход, но пустили в страну, и на том спасибо, как говорится. Вот. В общем, добрались мы до города, и, наверное, еще дня 2 приходили в себя, может быть, даже 3, отдав детей бабушке, чтобы немного отдохнуть, просто поспать спокойно, без визгов, без оров, без мыслей о клещах, и начать заниматься делами, которыми приехали заниматься в России. В общем, вот такая была дорога. Кстати, не сказал еще про гостиницу в Стамбуле, в которой мы ночевали. Она прям была около аэропорта. Я ссылочку оставлю, бронировал через Booking. Прикольная гостишка тем, что, во-первых, она очень близко к аэропорту. Если у вас стыковочный рейс с ночевкой, вы буквально выходите из аэропорта, багаж, считаете, вам получать не надо, так как у вас стыковка. Звоните там в какой-то телефон, который, наверное, лучше даже руками не трогать, конечно, он так себе был. Вот, звоните в отель, отель говорит, да, сейчас приедет водитель приезжает, минут 10 вы едете до отеля, вас быстренько заселяют, номера прикольные, чистые, светлые, все как надо для ночевки, особенно с детьми, там хороший у нас был номер просторный, стоил в районе 140 евро, это без завтрака. Но у них был бар и ресторан внутри, поэтому мы покушали даже ночью. И с утра точно так же проснулись, сели на шаттл, приехали в аэропорт, завтракали прямо в аэропорту и тому подобные вещи. Кстати, про аэропорты. После пандемии много народа сократили в Европе, особенно, я имею в виду тех сотрудников, которые работали там на проверке багажа, на ориентации людей в пространстве, там, я не знаю, все сотрудники были, видимо, частично сокращены. И, в общем, получилось так, что из-за этой нехватки сотрудников образовывались огромные очереди. Этот год, наверное, стал одним из самых активных в плане туризма. В 21-м, видимо, еще не так много ездили, не так было много привитых и прочее. А в 22-м все как будто бы забыли про пандемию и по весне начали шарахаться кто куда. В связи с этим нагрузка на шведские аэропорты выросла кратно, и очень трудно приходилось всем путешествующим, в том числе и нам. Например, в аэропорту Орландо, чтобы пройти, значит, все этапы от приезда в аэропорт и до duty free у нас, наверное, заняло 2 часа. И это учитывая, что аэропорт абсолютно маленький, это не Шереметьево, там не Домодедово далеко. При этом народа почти как вот в этих московских аэропортах. То есть это было что-то невероятно тяжелое, и, слава богу, это все закончилось. Я очень надеюсь, что все европейские аэропорты, а такая ситуация происходила и в Лондоне, и там, и во Франции, и везде происходило, в общем. Надеюсь, это все пофиксят, наймут людей, наконец, поймут, что хотя бы внутренние там по еврозоне, между Штатами и Европой рейсы возобновились, и наймут уже нужное количество сотрудников, чтобы такого ада, как в это лето, больше нигде не было. Ну и так, если подытожить, получается, что ехали мы 2 дня до России, до дома, от двери до двери. Было очень тяжело, и поэтому обратно мы решили, что мы попробуем какой-нибудь другой путь. О нем я расскажу вам в следующем видео. И, кстати, стоила нам поездка где-то в районе 100-120, может быть, максимум 1000 рублей на семью из 4 человек с багажом. В принципе, мы старались себя ни в чем не ограничивать, правильно питаться, ездить на нормальных там такси каких-то и прочих вещах. То есть, в принципе, получилось дорого, но, наверное, для такой большой семьи и с багажом это получилось более-менее бюджетно и эффективно. Вот. А что у нас получилось на пути обратно, расскажу в следующем видео. Всем спасибо, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите, будем на связи и пока-пока.